Родился, женился, был во всем виноват, умер. И да, это вторая часть ролика о женском абьюзе, потому что она вам очень понравилась. Привет, я Оля Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь 7 видов манипуляций девушки и урон твоей психики от манипуляций. Как ты обычно реагируешь на абьюз? Тут я побуду Вангой. Полезные вопросы, если ты чувствуешь, что твоя девушка абьюзер. Что происходит от постоянного общения с абьюзером? Как помочь себе, если ты понял, что тобой манипулируют? Почему девушки насилуют мужчин с точки зрения психологии? А в конце видео я расскажу, как ты можешь защитить себя от абьюзера. В прошлом видео я рассказывал, что абьюзеры могут быть и мужчины, и женщины. И абьюз – это физическое, психологическое, сексуальное или даже экономическое насилие. Какие виды психологических манипуляций могут использовать женщины в отношениях? Первое. Манипуляции через жалость. Девушка может использовать свои слезы или эмоциональные состояния, чтобы манипулировать тобой. Она может говорить тебе, как ей трудно, и ожидать, что ты будешь решать все ее проблемы. Это может привести к чувству ответственности за эмоциональное состояние твоей девушки, что может быть очень утомительно. Ты можешь начать чувствовать, что ты вечно делаешь все не так, или что тебе всегда нужно служить своей девушке. Второе. Манипуляции через детей. Если у вас есть дети, то женщина может использовать их в качестве оружия. Например, она может тебе угрожать и сказать, что ты больше никогда не увидишь детей, или обвинять тебя в том, что ты плохой отец. Все это приводит к чувству бессилия и страха потерять связь со своими же родными детьми. Это также может создавать напряжение и конфликты между тобой и твоими детьми. А еще это может покалечить психику твоих детей. Третье. Манипуляции через игнорирование. Женщина может игнорировать тебя или отказываться общаться с тобой. Она делает это для того, чтобы ты чувствовал себя виноватым или неуверен. Это может вызвать у тебя чувство отчуждения и одиночества. Ты можешь начать действительно сомневаться в своей ценности и важности для девушки. Четвертое. Манипуляция через обещание. Девушка может обещать тебе что-то, что ты очень хочешь. Ну, например, больше времени проводить вместе или интимной близости. Но все это происходит только в обмен на то, что ты сделаешь то, что она хочет. Все это приводит к разочарованию или потере доверия, когда обещание, которое девушка тебе сказала, не выполняется. Ты можешь начать чувствовать, что твои потребности и желания не уважают. Пятое. Манипуляция через угрозы. Девушка, например, может угрожать тебе скандалом, разводом или даже физическим насилием. Так она хочет заставить тебя подчиняться. Это может вызвать у тебя страх, тревогу и нестабильность. Шестое. Манипуляция через сравнение. Девушка может сравнивать тебя с другими мужчинами, например, с ее бывшим или даже с какой-то знаменитостью. Она делает это для того, чтобы ты чувствовал себя недостаточно хорошим, да и просто недостаточным. Это может привести тебя к низкой самооценке. Ведь ты можешь начать сравнивать себя с другими и чувствовать, что ты никогда не сможешь соответствовать стандартам твоей девушки. Манипуляция через изоляцию. При такой манипуляции девушка пытается отрезать тебя от твоих друзей, семьи или других социальных связей. Она может утверждать, что они вредят вашим отношениям или что они не уважают ее. Девушка может пытаться убедить тебя проводить больше времени только с ней. Из-за этого возникает чувство одиночества и изоляции. Таким образом, ты можешь потерять связь с друзьями и с семьей и чувствовать, что ты полностью зависишь от своей партнерши. Все эти манипуляции могут быть очень тонкими и сложными для распознавания, особенно когда ты находишься в таких отношениях. Однако, если ты заметил одну или несколько из таких тактик, это может быть признаком того, что отношения абьюзивные. Интересно, что женщины могут сами не заметить, как издеваются над мужчинами. А у психолога такие девушки могут жаловаться, что ее муж или ее парень изменился в отношениях, перестал быть мужчиной ее мечты. Девушки могут жаловаться, что муж или парень перестал быть инициативным
интересным, перестал ухаживать за ней, перестал звать ее в рестораны, перестал заниматься чем-то, кроме компьютерных игр, что ее любимый мужчина вдруг перестал быть опорой или человеком, на которого можно положиться и попросить о помощи. А еще девушка может жаловаться, что пропала физическая близость. У некоторых моих клиентов может быть следующая реакция на женский абьюз. Первое. Мужчина пытается оправдаться. Например, он говорит: это был просто ее способ показать любовь. Или у нее был слишком много стресса на работе, поэтому это стало причиной этих вспышек. Второе. Мужчина может легкомысленно относиться к абьюзу или, например, преуменьшать его значение. Например, он может говорить: она очень громко стала кричать на меня на улице, она обзывалась, но дальше дело не пошло. Третье. Мужчина может винить себя. Например, он может сказать: это я был виноват, ведь я сделал что-то не так, со мной так вечно происходит. Знакомо? Вот тебе полезные вопросы, если ты чувствуешь, что твоя девушка абьюзер. Оскорбляет ли тебя девушка, используя угрозы и унижение? Девушка пытается контролировать тебя? Может ли девушка ударить тебя? Если ты отвечаешь «да», то у меня для тебя плохие новости. Кажется, что пора что-то менять. От постоянного общения с абьюзером может страдать твоя самооценка. И это может привести к невере в себя и в свои силы, трудности с доверием к окружающим и вообще к миру в целом. Становится страшно, когда ты выражаешь свое мнение. Чувство вины, ненависть к себе, чрезмерная самокритичность, всепоглощающий стыд. Как же ты можешь защитить себя от женских манипуляций? Первое. Научись распознавать манипуляции. Это первый шаг к защите от них. Если ты заметил, что девушка использует тактику, о которых я рассказывала до этого, это может быть знаком того, что ваши отношения становятся абьюзивными. Второе. Установи границы. Определи, что для тебя приемлемо в отношениях и чего ты никогда не будешь терпеть. Если твой партнер пересекает эти границы, то будь готов действовать. Третье. Сохраняй свою независимость. Не позволяй своему партнеру контролировать все аспекты в твоей жизни. Сохраняй свои интересы, хобби и связи вне отношений. Четвертое. Практикуй самозаботу. Очень важно заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье. Главное, не забывай о себе. Пятое. Обратись за помощью. Если ты чувствуешь, что ты стал жертвой абьюза, то не стесняйся обратиться за помощью. Это могут быть друзья, которым ты доверяешь и с которыми можно это обсудить, семья, психологи или группы поддержки. Почему девушка насилует мужчину? Сейчас я поясню с точки зрения психологии. Девушка может манипулировать из-за того, что она была свидетелем или жертвой манипуляций в своей семье или в окружении. Вот некоторые примеры. Первое. Перенимание поведения родителей. Если родители девушки часто использовали манипуляции для достижения своих целей, она может неосознанно перенять это поведение. Например, если мать часто использовала слезы, крики или винила всех остальных, чтобы получить то, чего ей очень хотелось. И видя это, девушка может начать использовать эти же техники в своих отношениях. Второе. Ответ на недостаток внимания. Если девушке в детстве не уделяли достаточного внимания, то она может начать использовать манипуляции, чтобы получить внимание. Это может проявляться в виде драматизации ситуаций, создания конфликтов или постоянного требования внимания. К девушке в детстве могли относиться без проявления любви и уважения, хотя каждый из нас, и мужчины, и женщины, и девушки, и мальчики, все мы заслуживаем любви и уважения. Поэтому с детства такая девушка не научилась чувствовать эту любовь и уважение к себе. Она может думать, что она плохая, не такая, непривлекательная. Как-то ее недостаточно. Возможно, ей говорили, что она тупица, руки из жопы, и вообще она никому никогда не будет нужна. Третье. Способ справиться с травмой. Если девушка пережила травму в детстве, то она может использовать манипуляции как способ справиться с болезненными эмоциями или какими-то воспоминаниями. Это может проявляться в виде манипуляций чувствами других людей.
Все это для того, чтобы избегать свои собственные чувства. Четвертое. Способ контролировать окружающую среду. Если девушка выросла в эмоционально нестабильной семье, она может использовать манипуляции как способ контролировать свое окружение и таким образом чувствовать себя в безопасности. По опыту работы с мужчинами я понимаю, что вам очень трудно распознавать женские манипуляции, потому что мужчинам с детства о них не говорят. А родители могли использовать их неосознанно, и вырастая, мужчина считает, что так себя ведут все женщины. Если тебе откликается то, что я рассказала, твои отношения приносят тебе только чувство вины, страха и плохое настроение, если ты хочешь разобраться в своих отношениях, эмоциях и чувствовать себя увереннее, то приходи на мой курс. Ищи ссылку на мой сайт в описании под этим видео. Если ты думаешь, что уверенность и умение распознавать манипуляции и эмоции – это что-то врожденное, то я тебя расстрою или обрадую. Это не так. Это работа над собой, и каждый в силах это сделать. Важно только желание и действие. Мои клиенты – прекрасные ребята, которые научились быть хозяевами собственных эмоций, о чем до работы со мной они даже не могли мечтать. Я знаю, что нужно сделать, чтобы получилось и у тебя. Жду тебя на курсе. Ссылка в описании. И в любом случае помни, ты красавчик, и Васечкова с тобой. А еще я благодарю всех своих спонсоров, которые помогают развитию моего канала. Если тебе нравятся мои видео, ты можешь поддержать мой канал. Ссылочка на спонсорство также в описании. А еще больше про абьюз ты можешь узнать в моем телеграм-канале.